Всем привет, друзья! Сегодня мы делаем обзор коттеджа с дизайном Андрея Нечаева, моего коллеги по дизайн-студии. Андрей, привет! Здравствуйте! Я здесь первый раз, я здесь ничего не видел только фотографии. Ну, в общем, обычная у нас уже история. И Андрей нам все это подробно сейчас расскажет. В общем, погнали! Ну, сейчас мы находимся на кухне, и этот дом, он имеет характер, в отличие от многих домов, он имеет такой очень яркий характер, индивидуальный, и перенял в чем-то характер заказчика. И частично мой, наверное. Здесь кухня 50 оттенков красного называется. То есть здесь множество красных цветов. Здесь нет повторяющихся красных оттенков по фасадам. И такой вот активный фартук. Природный такой, мраморный. Хотя это не мрамор, это керамогранит. Очень надежно и практично. Ну, я могу сказать, что все, кто там листает Инстаграм, смотрит YouTube каналы, все уже, наверное, привыкли к тому, что сейчас везде все интерьеры серые, модные, серые, черные и однотипные. Здесь мы видим что-то вообще совершенно новое, какой-то вот взрыв мозга, на самом деле, когда я сюда попал. Но это очень сильно впечатляет. Это действительно ярко и красиво, очень по-дизайнерски. И отражает именно характер человека, который будет здесь жить. То есть мы делаем, все-таки выражаем заказчика, а не там творим что-то именно свое. Совершенно верно, да. Есть люди эмоциональные, которым просто не гоже жить в бетоне и в каком-то мрачном, черном, темном. Есть люди, которые любят жить в красном, в ярких красках, текстурах. Здесь вот можно наблюдать, например, стену, которая с орнаментом из Самарканда. Она появилась не случайно. Заказчица была в тот момент в рабочей поездке в Самарканде и сказала: я хочу частичку этого прекрасного города иметь в своем доме. Вот. И таким образом здесь появилась декоративная штукатурка с самаркандским орнаментом. Расскажи, из чего сделана столешница? Столешница сделана из черного кварцевого агломерата под мрамор. Есть такой мрамор Неро Марквина, итальянский. Ну и, собственно, его сейчас модно копировать в разных марках. Это Smart Quartz называется материал. В принципе, недорогой, но, в общем, довольно эффектный. Плюс там он хорошо коррелирует с этим фартуком. Все-таки здесь, ну, условно говоря, здесь есть вот серая цветовая гамма, да, и красная. Мойка подклеена снизу? Да, мойка подклеена снизу. Что в этом хорошего? Хорошего в этом вот что. Когда мойка не заходит на столешницу, мы можем легко в нее смахнуть все что угодно. Крошки какие-то, что-то. Крошки, картошки. Под ободок мойки не попадает грязь, которую оттуда тяжело вычищать, если мойка из стали. Подкладная мойка в этом случае наиболее практичный вариант. Здесь все чисто, супер. Ну, давайте расскажу про фартук. Я шел, собственно, по магазину керамогранитному. Вот, и увидел вот кусок такого замечательного керамогранита. Эффектный, он даже чуть-чуть не по проекту. И было куплено вот 5 листов, собственно, керамогранита. Но они по рисунку не стыковались. То есть нам пришлось разложить их на полу и стыковать орнамент по месту. Сколько это? Цена сильно другая. 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Да, весь фартук. Из агломерата этот фартук стоил 400. Ну, то есть, прям в 4 раза дороже. Так, небольшой лайфхак теперь от дизайнера Нечаева Андрея. Вот смотрите, чтобы получить один большой встроенный холодильник, нужно не покупать один дорогой встроенный холодильник, потому что он будет в 10 раз дороже просто. Можно купить просто 2 отдельных встроенных холодильника, и у вас получится замечательный вот сайд-бай-сайд практически. При этом их наполнить можно по-разному. Один сделать полностью фреш-зоной, другой сделать морозилку и часть холодильника. То есть получается многофункциональное такое пространство. Плюс еще винный холодильник поставить рядышком. Я просто знаю, что постоянно заказчики просят, говорят, нам для загородного дома, потому что в магазине не наездишься, нам нужна большая зона для продуктов. То есть в один холодильник ничего не влезет. Мы хотим холодильник на 90, например. Или там отдельно стоящий на 1,20 м, но при этом сохранить дизайн. И вот единственный нормальный способ, чтобы все влезло, это 2 отдельных холодильника на 60. Совершенно верно. 90 это какой-то компромисс, там очень мало места, а 60 встроенный, он довольно маленький. 2 по 60 это идеально. Прямо перед кухней находится обеденная зона с огромным столом. Он раскладной? Да, конечно, он еще раздвигается. Он раскладной. А что же у нас сверху такое, Андрей, рассказывай. Сверху у нас, соответственно, зона бара со вторым светом, то есть с таким панорамным окном, чтобы смотреть на залив. Там берег Финского залива находится. Вот. И такие вот праздничные шары оформляют у нас пространство второго света.
чтобы все время было ощущение какого-то Нового года, праздника за обедом. Сейчас мы переместились в помещение бара. Помещение бара находится над кухней. Помещение бара имеет вот панорамное остекление. Здесь можно сидеть, отдыхать, выпивать элитный алкоголь и смотреть на залив. Да, но это чисто барная кухня, то есть на ней нельзя ничего приготовить, потому что здесь элементарно нет варочной поверхности. Но здесь есть винный холодильник, можно помыть бокалы, можно помыть посуду в посудомоечной машине, там есть просто холодильник. По сути, это бар. Ну, по сути, это бар для приготовления коктейлей. Там какая-то скрытая дверь находится? Да, здесь находится скрытая дверь, она задекорирована в тот же марокканский орнамент, самаркандско-марокканский. И здесь помещение сауны. Давайте расскажу немножко про дверь. Это вот скрытая дверь обычная, она выполняется в грунте под окраску, ее можно декорировать в принципе как угодно. Ну, в данном случае вот штукатурка со стены переходит на дверь, то есть мы ее как бы максимально спрятали, плюс еще орнамент ее вписывает. Вот. С обратной стороны двери наклеено зеркало, поскольку вот там комната отдыха сауны располагается. Но это зеркало довольно тяжелая вещь, то есть петли, все это выдерживается, да? Да, обязательно, здесь просто усиленные петли. Но это было продумано. То есть это нужно обязательно обговорить. Желательно, да, иначе дверь перекосит просто. Плюс еще вот одна интересная деталь, это называется витраж Тиффани в технике Тиффани. Техника Тиффани подразумевает отдельные стеклышки, спаянные между собой в орнамент. Немножечко апеллирует там к готике, готической розе. Сейчас мы находимся в пространстве лестничного холла верхнего этажа дома. Вот, и здесь, ну, помимо композиционных моментов, которые здесь вот присутствуют, разные вот эти разнонаправленные линии, которые повторяются в штукатурке, дверях и зеркале, есть еще чисто технические моменты. Вот прошу обратить внимание. Если бы нам нужно было, чтобы эта дверь открывалась вовнутрь, то эта дверь была бы относительно плоскости стены заглублена. Но есть способ сделать так, чтобы дверь была в плоскости стены, но при этом открывалась в обратную сторону. Это называется реверсные петли. Я такое видел только на скрытых дверях. Да, это можно сделать на любых дверях, на самом деле, поскольку все двери в лестничном холле, можно наблюдать, они находятся в одной плоскости, и это красиво. Иначе они были бы в разных плоскостях, и это был бы бардак. Теперь пройдем в спальню и покажу, что там интересного. Это мастер-спальня? Это мастер-спальня, да. И в мастер-спальне, ну что я могу рассказать, в чем-то оригинально. Здесь вот есть такое панно, как мы любим, из кубиков. Мы очень любим кубики. Белорусских. В данном случае нет, уже не белорусский, это гипс на самом деле. Гипсовая такая 3D-панель. Плюс некоторые из кубиков покрыты по талию золотой и красным лаком. Здесь довольно высоко висят бра. И мне просто сейчас это модная тема, подвешивать вот так бра. И биться об них головой, часто заказчики мне говорят, что об них бьешься головой. Здесь они заданы повыше, и я понимаю, что такой проблемы уже нет. Таких высоких людей просто здесь нет, поэтому проблемы тоже такой нет. И здесь нету центральной люстры, я вижу. Зато здесь есть лепная розетка. Дабы придать характер. А что вы хотели? Интерьер должен быть индивидуальным. И, соответственно, сразу же матовая стеклянная перегородка в ванную. Сейчас мы ее вам покажем. Подожди, а этой стены изначально не было или как? Ну, это дом, здесь все спроектировано, как оно есть. Хорошо. Здесь не нужно ничего ломать, вы просто берете и строите все сразу так, как вам нужно. И никаких проблем с планировкой, Ну, там, кстати, это согласованием и так далее. То есть это очень же интересно. Ты дом строишь сразу, как единый организм, и он вот какой есть, какой тебе нужен, такой он и появляется. Ты участвовал в архитектуре? Я участвовал в планировке, конечно. То есть, Андрея подключили, теперь я знаю, что его подключили на стадии именно стройки, когда можно было убирать стены, что-то переделывать. И Да, обязательно, обязательно, конечно.
Это очень правильное решение. Многие только сейчас доходят до этого, а это надо обязательно делать. Вот очень важный момент для квартир, кстати. Когда вы покупаете квартиру на этапе строительства, можно обратиться сразу к дизайнерам для того, чтобы сделать сразу нужную вам планировку, которую не придется потом крушить, пересогласовывать и так далее. То есть квартира будет построена сразу в нужном вам формате. Огромная экономия. Экономия на демонтаже, на согласовании, на вывозе материала и т.д. и т.п. времени и денег. Здесь у нас ванна. Давай, рассказывай про ванну. Ну, поскольку мы находимся в загородном доме, проблем с планировками санузлов вообще не возникало. Потому что обычно в квартирах очень сложно расположить там умывальник относительно унитаза, относительно душевой и так далее. Здесь все распределено просто элементарно. Вот как бы зона умывальника, вот зона там унитаза, вот зона душевой. В зоне душевой мы использовали Equip Triangle, такая полюбившаяся коллекция испанской плитки Equip. Triangle, треугольник. Ну, соответственно, сделал из него такой микс серого, золотого и белого цветов с контрастной затиркой, чтобы это дело выявить, вот эту графику. Ну, соответственно, закарнизная подсветочка. Часто заказчики спрашивают, можно ли делать закарнизку в душевой? Закарнизку в душевой делать можно при двух условиях. Значит, нужно, во-первых, использовать выносной трансформатор, его желательно не монтировать в помещении во влажном. Второй момент, диодную ленту лучше спрятать в профиль алюминиевый с рассеивателем. И третий момент, обязательно использовать влагостойкую ленту, поскольку невлагостойкая лента окисляется и будет светить коричневым, таким противным ржавым оттенком. Вот, дабы этого не произошло, нужно покупать исключительно влагостойкую ленту. Ну а так что у нас тут вот гармония, собственно, белого и золота, мрамора. Такая аристократическая гамма, если хотите. Мне очень нравится, что нету порожка, что у нас душевая зона уходит вниз, и то слегка. Ну, опять же, респект загородным домам в этом смысле, потому что фановую трубу мы не выводим 30 сантиметров слив фановой трубы от пола, а выводим где хотим. Соответственно, здесь труба находится низко, и мы имеем полную возможность сделать уклон в полу без всяких подиумов дурацких, бордюров, в которые биться ногами и так далее. То есть тут все очень комфортно. Смотрите, сложнейшее решение на самом деле, чтобы девушки и женщины могли краситься в ванной, наносить макияж, нужна определенная подсветка макияжного зеркала. И в данном случае она довольно сложная. Если обратите внимание, здесь есть встроенные светильники, потом два направленных светильника, направленных на зеркало сверху, и боковой свет, типичные макияжные такие вот решения, как в гримерке. Вот, это все вместе создает хороший свет именно для того, чтобы наносить краску на лицо. Я в этом не специалист, но мне подсказали. Вот. По поводу света я просто часто слышал, что если есть только верхний свет, то он падает сверху, и у нас получается все лицо в тени. И девушка там себя не видит, не может накраситься. Здесь, соответственно, рассеянный свет, который дает самое правильное для макияжа освещение. Поехали. Значит, рассказываю про детскую ванну. В общем, с первым вариантом моего дизайна вот этой ванной заказчики не согласились, поскольку дети захотели иметь такую же ванную, как у родителей, очень похожую, золото с белым. Я предлагал какие-то бетонные варианты современные, но они не зашли, потому что это показалось позитивнее и красивее. Вот. И, соответственно, появилась вот такая же ванна практически, то есть на сочетании мрамора белого с золотыми акцентами. Здесь также использована плитка Equip, как и в предыдущей ванне, только в коллекции Umbrella, зонтик. Вот 3D варианты напоминают зонтик. И также, соответственно, золотая сантехника и белая. Мне кажется, что если бы ты сделал какой-то радикальный молодежный санузел, он бы здесь и выпадал из этого дома. А тут он в органике всего дома получается. Ну, соответственно, да, здесь есть определенный какой-то уклад и, какой-то, да, сложившийся эстетический такой вот строй у всего интерьера дома. Андрей, здесь очень крутая лестница, такой центральный элемент, связывающий дом. Расскажи немножко о ней. Да, именно элемент, связывающий дом. В чем концепция? Здесь устремленная вверх такая композиция из керамогранита, да, вот эти вот активные полосы разного цвета. Это плитка АБК, керамогранит, самый практичный на свете материал. Лестница никогда не оботрется, не обцарапается, носи тут хоть диван, хоть рояль. Это итальянская плитка. Да, это итальянская плитка АБК под ржавый металл, под бетон она такая. И, соответственно, идея в том, что орнамент устремлен наверх, то есть это такой вот вертикальный коридор, объединяющий весь дом, нанизывающий все этажи.
И, собственно, красивые наши любимые праздничные шары висят в лестничном пролете. Перила сделаны вот такие вот золотые, гальванические, и стеклянные ограждения. Это триплекс. Да, триплекс, ну, с целью такая вот легкость и получается, да, прозрачность этой всей лестничной конструкции. Плюс вся лестница отделана белым керамогранитом, но при этом каждый раз первая ступень красного цвета. Устали ноги ходить по дому, не хватает лифта, поэтому все, ребят, пока, мы не можем больше. Все, пока, особенно пока, Саша. нам надо ехать очень далеко. Дела, новые проекты, да, куча работы. Комментарии, лайки. До скорых встреч. Пока-пока.